Расслабься. Планирование дня ни хера не работает. А что если я скажу, что планирование дня такое же бесполезное занятие, как прыгнуть в бассейн в одежде? Хотя кого я обманываю? Прыгнуть в воду одетым намного полезнее, чем планировать день. Эта мысль расслабляет, не правда ли? Можно спокойно теперь сесть за сериальчик, взять чипсиков и просрать свою жизнь. Йоу-йоу-йоу, мэн! Какого хрена? Какой сериальчик? Мы хотим получить пользу от этого видео. Давай продолжай. Ну ладно, продолжу. А давай посмотрим, сколько ты извлечешь из этого видео. И в конце ты сам определишь, какое ты животное на самом деле. Умная шимпанзе, ворон, дельфин, свинья, слон, попугай, собака или все же осел. О нет, индейка или какапо. Это самые тупые животные. Канал саморазвития «Красная таблица». Допустим, ты написал задачи, цели. Дисциплина, 5:30 утра, подъем, выполняешь задачи по списку. Выполняешь. Месяц, 2, 3, год. И ничего не сдвигается с места. Какого хрена? Не, давай лучше другой вопрос. Граната вопрос. Откуда ты взял, что именно эти поставленные тобой задачи приведут тебя к результату? Ах да, я же забыл. Это же не важно. Важно планировать свой день, как делают это все успешные люди, записывая все задачи на листочек и после их выполнения ставить галочку. Еще следующий граната вопрос. А конкретно, что за задачи делают эти успешные засранцы? И вот тут мы подходим к сути, к квантовому скачку, который вскроет мозги нахер. Прямо сейчас мы с тобой заправляем бак ракеты осознания алкашкой, самой дорогой в мире ликер Де Амалфи Лимончелло Суприм. Какой-то чувак купил ее за 46 лямов долларов, прикинь. А 46 лямов — это же 18 раз летать в космос за 250 тысяч долларов с Virgin Galactic от Ричарда Брэнсона. Купить таких 2 дома в Майами, Флорида, 8 спален, купить 2 острова на Багамах или купить 71 штуку Dodge Tomahawk. Каждый будет стоить 700 тысяч долларов, и он развивает скорость 680 км в час. Или купить 10 Lamborghini Veneno Roadster. Ах да, их всего 9, не получится купить 10. Или купить частный самолет, как у Джима Керри Gulfstream, или Jay-Z Bombardier Challenger, или как у Билла Гейтса Bombardier Global Express. Не, можно же купить яхту. О чем это я? Ах да, планирование дня не работает. Продолжим. Бросаю 2 гранаты вопроса. Насколько качественны поставленные задачи? Насколько качественно и плодотворно ты выполняешь данные задачи? И вот здесь пришло желание у 70% зрителей переключить видео и посмотреть шорты, позалипать в ТикТоке, там и то интересней. Пускай идут, бро, куда хотят. Мы сейчас с тобой эту тему изучим, применим и опередим этих зомби. Дело в том, что у каждого из нас есть самоощущение, некий счетчик, лакмусовая бумажка, которая бессознательно определяет, диктует нам как раз тот самый список дел и уровень качества и формат их выполнения. Не ты своей головушкой и не логикой, а своим внутренним, бессознательным самоощущением. И еще от окружающей обстановки и ситуаций, которые, кстати, влияют тоже на самоощущение. Да, я понял, что ты ни хера не понял, давай на простых примерах. И пообещай мне просто, что ты посмотришь это видео 3 раза, и тогда все пазлы сложатся. Когда я чувствую себя смелым, я выйду на сцену, на аудиторию 1000 человек и скажу поздравления. И, возможно, даже станцую. Даже если я к этому не готов. У меня это очень круто получится. Когда я чувствую себя достойным и компетентным, тогда я запускаю в работу такой проект, который другим кажется нереальным, очень сложным. И у меня 100% его получится реализовать, потому что в голове у меня других вариантов просто нет. Понимаешь, к чему я клоню? В одной и той же ситуации у 2 людей будут абсолютно разные приняты решения и сделаны действия, исходя из внутреннего самоощущения. Уровень наших достижений действительно зависит от принятия решений и конкретных, регулярных, последовательных действий. Так, окей. Мы можем запланировать и выполнить херово тучу задач. Прибраться в комнате, систематизировать производство. Но те ли это задачи, решения, которые приведут меня к желанному результату?
Ну блин, ну пока не попробуешь, не поймешь. Частично верно, но послушай, что тут дальше. И вот тут мы прилетели на той самой ракете, заправленной лимончеллой за 46 лямов, к нашему бессознательному. Матрица. Матрица может нас водить вокруг да около по одному и тому же лабиринту, а мы в этот момент будем ставить галочки в нашем планировщике задач, тем самым стимулируя гормон радости дофамин, думая, что мы продвигаемся. Ощущая себя, что я уже Илон Маск. Бомба-формула. Уровень нашего продвижения в своей деятельности не равен количеству выполненных задач. Уровень нашего продвижения в своей деятельности равен уровню внутреннего самоощущения. Умножаем на гипертрофированность. Гипертрофированный, чрезмерно преувеличенный. Звучит это так. Гипертрофированность, как катализатор, как медведь, бегущий за тобой, увеличивает твой уровень и скорость достижений. Простыми словами, это твоя ебанутость. В прямом смысле этого слова. Либо ты себя сожжешь нахер, либо ты себя вытолкнешь по направлению к успеху. Еще одна бомба-формула. Масштаб результатов равно масштаб личности, как в плюсовом, так и минусовом проявлении. Давай на простом примере. Можно быть очень уверенным, либо очень неуверенным. Самое главное, это должно быть гипертрофировано для больших результатов. Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами, самое интересное – шизоидами, самое доброе – депрессивными, невозможное – психопатами. Здоровые люди не вносят вклад в историю. Российский психиатр Ганушкин. Помните фразу? Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар. В переводе это звучит, как ты реагируешь на то, что с тобой происходит. Удар – это важно, но я эту тему раскрою в следующем видео. Напишите в комментариях слово «удар», и я обязательно продолжу. Сформировать свою продуктивность посредством планирования, выжимая из себя все соки, не получится. Наше бессознательное и самоощущение было запрограммировано задолго до того, как ты взял в руки телефон, то есть в детстве. И эти программы как раз и ведут нас в течение дня и дают нам те или иные приоритеты в жизни. Схема следующая. Окружающие ситуации влияют на наше самоощущение. Включается определенная программа поведения, которую нам установили в детстве. Это управляет нашим бессознательным. После это влияет на принятие всех решений. Потом влияет на нашу продуктивность и результативность. Да-да, осознанно мы принимаем тоже решение. Но это 5, максимум 20%. Остальное в тени. Давай опять на простом примере. Одного человека увольнение подкашивает и приобщает к алкоголю или чего покрепче, а другого стимулирует и пробуждает на изменения в его жизни и, возможно, даже смену профессии. Ну как, братцы и сестры, улавливаете еще линию, основную суть? Да, вы точно молодцы, вы точно уже почерпнули огромное количество информации. Продолжаем. Гипертрофированное самоощущение в человеке дает нереальную, нечеловеческую силу, бесстрашие к действию или наоборот сумасшедший страх и избегание. Это все провоцирует на масштабные, рискованные действия, которые приводят нас наверх, либо нахрен вниз нас тащат по жесткому вообще. Поэтому ни один успешный человек не скажет конкретно, какие действия привели его к успеху. Мы можем от них услышать: работай 24/7, просыпайся рано, планируй свой день, расставляй приоритеты, делегируй. Откуда берутся приоритеты? И вот тут мы опять приехали. Кто-то не будет покупать себе кроссовки, пока они полностью не развалятся, и будет одержимо инвестировать любую копейку в дело. А кому-то, очень нужны красивые кроссовки, которые поднимают ему самооценку, ведь он хочет нравиться противоположному полу. Кто-то пропустит день рождения, даже самых близких, лишь бы закончить проект, а кто-то, не может себе отказать поесть тортика. И это, сука, происходит незаметно. Суть в мелочах, ребята.
что управляет нами в течение дня, в течение нашей жизни. Кому-то будет ничего такого посмотреть подряд 3 серии сериальчика вечером, а для кого-то нету времени даже помыть голову, потому что он ебашит. Давай опять наглядно. Это айсберг Петр. Почему Петр, не спрашивай. Его вершина — это его осознанные действия, а остальные 80-90% бессознательное. Реакции, решения, действия. Невозможно быть осознанным 24/7. Просто поедет кукуха нахер, ты себя сожжешь. Для этого и нужно бессознательное, которое автоматизированно сохраняет нашу энергию, чтобы мы себя не уничтожили, но и побочно может нас водить вокруг да около, не давать нам пробить наш потолок. Что, делать с этой утопленной в ледяной воде частью айсберга? Можно ее только растопить лимончеллой за 46 лямов долларов. Шучу. То есть кому-то выполнить 15 абсолютно ненужных задач в течение дня – это успех. Поставлены все галочки. А кто-то посмотрит на эти задачи и поймет, что они не нужны. Почему? Неужели некоторые люди все-таки знают, как достичь успеха? Нет. Они действуют, исходя из своего внутреннего, бессознательного самоощущения, которое провоцирует их на выбор более правильных действий. Так, окей. И как это настроить в себе? Прокачивай свой предыдущий опыт с детства, который сформировал базу, самоощущение и мировосприятие, чтобы даже без планирования дня ты делал на автомате херову тучу именно приоритетных задач, именно качественных задач, и не сливался незаметно с того, где тебе показалось, что это уже не спасти. Приоритеты, анализ, вера в себя, в проект, видение, иное восприятие себя и ситуации. А самое главное – искать контакт с людьми, кто на чуточку продвинулся дальше в этом направлении, перенимать программы, поведение, иное ощущение, перепрошить, переустановить бессознательное, матрицу. Вот что выдвинет тебя вперед, а не слепое планирование дня. У тебя все получится, я в тебя верю. Я всегда рад тебе помочь, пиши мне. Нужно выбираться. Скоро увидимся. Канал саморазвития «Красное отопление». А ты помнишь, что в начале видео я говорил про животное? И нужно было выбрать, какое ты животное. Так вот, я записал отдельный видос на эту тему и очень сильно раздул, насколько сильно мы и наши действия, наши повадки похожи на некоторых животных. Я очень четко определил, кто я. Но мне интересно, кто ты. Посмотри этот видос.